Добрый день, зрители канала Атака Медиа. Рад вас снова приветствовать в шоуруме компании Атака. Продолжаем цикл роликов, как из передней панельки бронежилета Архангел Evolution получить разные комплекты снаряжения. И в прошлый раз мы с вами остановились на совмещении этих панелей в сборке как боевой нагрудник. В данном случае мы видим, что и сумочка-напашник также переехала на боевой нагрудник. Из такой же панели мы с вами сделали набедренную платформу. В данном случае у меня это магазин, аптека, еще один магазин под правую руку. В прошлом раз я вам показывал, как это была еще одна панель. Но сегодня мы говорим не о набедренных платформах, а сегодня мы говорим о том, что даже в такой комплектации вам очень часто необходимо с собой брать рюкзак. И таких рюкзаков, которые однодневные такие рюкзачки, у компании Атака есть несколько моделей. Это Рекрут, Кадет, есть модель Скаут. Но на вот этой модели Рекрут я вам сегодня покажу, как из городского рюкзака можно получить дополнительные плюшки в комплектации с этими модельками, которые мы с вами уже рассмотрелись. Итак, у нас боевой нагрудник, набедренная платформа и рюкзак, к которому прикреплена модульная грузовая платформа. Дополнительно вы видите, что она совмещена, и она совмещается также с другими рюкзаками и с другими РПС-ками, которые производит компания Атака. И мы используем рюкзак как элемент, в котором переносится наш дополнительный БК, переносится наш сухпай, переносятся какие-то наши личные вещи и так далее. То есть это такая сцепка, которая позволяет вам в обычной даже городской жизни быстро превратиться в вооруженного, обеспеченного и укомплектованного бойца. В комплектации боевой нагрудник, дополнительная аптека, либо россыпь патронов, второстепенное оружие и что-то с вами в рюкзаке. Но очень многие наши клиенты всегда говорят: смотрите, вот как у нас получается. У нас есть плечевые лямки, которые у жилета, или у плитоноски, или у боевого нагрудника. Есть плечевые лямки у рюкзака. Сверху на все это идет, еще одевается ремень от оружия. И все это запутывается, все это может цепляться, и это все может мешать. То есть есть ли какое-то решение, которое позволяет как-то избежать вот такие конфликты одних ремней с другими? Да, такие решения есть. И опять-таки это можно сделать благодаря модульному креплению, благодаря модульной стыковке одних элементов с другими. Давайте посмотрим, как это происходит. Мы снимаем с вами рюкзак, у которого есть плечевые лямки. Система быстрого сброса рюкзака состоит из фастекса и вилки. И расположение фастексов на рюкзаке, оно идентично расположению фастекса на передней панели, которую мы используем с вами в элементе Архангел и в боевом нагруднике. Таким образом, разъединив систему регулировки и систему быстрого сброса на рюкзаке, сняв боевой нагрудник и отцепив плечевые ремни комплекта ССТК, и соединив фастексы рюкзака с боевой нагрудной панелью, что мы с вами получаем? Мы с вами получаем жилетную компоновку, в которых из 4 ремней на плечах остались только 2. Поясок точно так же застегивается и удерживает боевой нагрудник. А лямки, которые шли на плечевые панели рюкзака, застегиваются на нагрудную панель. И ролик, в принципе, про такую компоновку мы с вами уже снимали. Вы можете посмотреть его раньше. Он был интересный, беззвучный, много интересных там было тоже соединений. Но в данном случае вот мы что с вами имеем. То есть мы уменьшили количество плечевых лямок. Мы имеем однодневный рюкзак. Мы с вами имеем боевой нагрудник. Мы с вами имеем сумку-напашник, которые собраны в одну жилетную компоновку. И такая же панель у нас закреплена как набедренная платформа для второстепенного оружия, для аптеки, для дополнительного магазина, для перезарядки правой рукой. Вот такие интересные трансформации позволяют получить этот комплект. Позволяет производить очень быструю разборку, рассоединение
При необходимости вы панель оставляете. И рюкзак снова становится рюкзаком. В таком варианте у вас просто рюкзак и панелька. Если у вас рюкзак выполнен в каких-то городских цветах, а все эти панели сняты, то есть у вас этот рюкзак, допустим, может быть просто черный, и все снаряжение может быть, допустим, тоже в черном цвете или в койоте, то вы сейчас в таком виде практически ничем не отличаетесь от гражданского человека. У вас флиска, джинсы и какой-то рюкзачок. При всем при этом 2 минуты назад вы были с боевым нагрудником, вы были с пистолетом, вы были с аптекой. То есть трансформация снаряжения и маскировка его под какие-то городские внешние атрибуты позволяет вам профессионально подходить к решению своих задач и использовать снаряжение именно в том месте и в том виде, там, как вам сейчас это надо. И это сильная сторона снаряжения Атака от других производителей, которые делают сугубо боевой нагрудник, сугубо харнес, сугубо плитоноску, сугубо рюкзаки. А снаряжение компании Атака вы можете трансформировать в тот вид снаряжения, который вам необходим прямо сейчас. Если вы думаете, что это последний ролик на эту тему, то вы сильно ошибаетесь. Как вот эти все компоненты превратить обратно в плитоноску и при этом не использовать чехол плитоноски, я вам расскажу в следующем ролике. Оставайтесь на нашем канале, следите за нашими новостями, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы рады тому, что зрительская аудитория расширяется, и наш канал становится для вас все интереснее и интереснее. Ну а на сегодня пока все. Меня зовут Михаил. До новых встреч.